Ух ты, хороший был. Сошел. Есть поклевочка, ребята. Такой же под килограммчик. Ой. Ну не кабан ли? Хороший линь. Смотрите, какой хвост. Так вот. Опа. Ребята, всем привет! И снова я на рыбалке. В этот раз я приехал на водоем вечером. Сейчас 8 часов вечера. Уже солнышко начинает прятаться за горизонтом. Почему приехал вечером? Потому что хочу заранее закормить 3 точки для ловли на боковой кивок. Наварил перловки, пшена, взял магазинную прикормку, все это перемешаю, килограмм, наверное, 5 взял. Взял с собой червя опарыша, ловить буду только на живые насадки, удочки с боковыми кивками. Сейчас ставлю палатку, качаю лодку, выплываю, закармливаю 3 точки с вами. Смотрим, есть ройки или нету. Может, еще получится полчасика порыбачить, пока не спрячется солнце, не потемнеет. Попробовать на кивок порыбачить. Но я думаю, навряд ли. Я сейчас пока разложусь, начнет уже темнеть. А завтра с утра, 3:30, сразу с вами выплываем и проверим, подойдет рыбка на эту прикормку или не подойдет. Также буду пробовать по ройкам искать еще оленя. Может, повезет, попаду и на сазанчика. Есть тут и сазан. Но хотя навряд ли. Его тут очень-очень мало. Все, не теряю времени. Зря. Ставлю палатку. Качаем лодку и закармливаем места, где будем рыбачить. Так, ребята, палатку поставил. Матрас накачал. Матрас небольшой я взял с собой, одинарный. Вот такой матрасик. Там он. Дальше подушка валяется надувная. И все. Палатка, конечно, для одного большая. Но как раз если вдруг будет дождь, есть тамбур, туда сложу все свои снасти, спрячу, еду, наверное, в саму палатку положу, потому как тут вокруг лес, много лисиц, всякой разной живности. Вот это вот лес пошел, вот так вот по кругу пошел и туда со всех сторон лес. Водоем сейчас без волны, тишина. Ну, роек я отсюда не вижу, хотя вот там вот, где торчит верба затопленная, там где редкий камыш, вроде бы как ройки, какие-то белые пятна есть. Наверное, это ройки, не знаю. Ну, во всяком случае, выплывем сейчас, увидим. Так. Побросал все в лодку. И сейчас там по месту прям будем разбираться. Шмашки столько, что ужас. Ох и душно. Это ужас.
А курточку снять нельзя, потому что если буду в ходной футболке, загрызут. Буду закармливать места под линя, там где я ловил линя в прошлый раз. В том районе. Сейчас выберу пару мест. Одно место у меня будет прям в камыше. Набросаю по прикормке. Одно место будет возле камыша в корчах. Третье место просто в корчах. Так я решил. Все точки закорма будут друг от друга на расстоянии метров 5-10, не больше. Вот такая вот прикормка. Линь-карась фирмы Real Fish. У меня еще с прошлого года она валяется. Червоный червяк написано. Сейчас ее добавлю в кашу. И такая она ярко-розовая цветом. Туда ее. Сюда. Вот такая прикормка получилась. Почти полпакета огромного. Килограммчиков 5. Так, вот это вот тут закормлю сейчас. Между камышом. Прикормки буду бросать, не жалеть. Большие шары. Вот туда. Отлично. Думаю, мелочь не сожрет прикормку за ночь. Вот так я буду стоять примерно. Вот туда. Здесь в камышах получается и корчи, и камыш. Все вперемешку. На прошлой рыбалке я с этого места поймал одного хорошего оленя. До килограмма. Бросаю прикормку в одну точку. Особо не разбрасываю. Там примерно в диаметре полметра. Третья точка вот возле этого камыша. Стану так, чтобы солнце завтра утром не светило мне в лицо. И вам тоже. Что-то так, постоянно. Какая-то птичка, я так понимаю. Вот. Вот, смотрите, какой закат. Так, вот так. А прикормку брошу параллельно камышу. Заброшу. А здесь корчи уже, друзья. И тут я закормлю две точки. Одну вот так. А вторую вот так. И будь что будет. Ну, пока доплыву сейчас до берега, уже будет темно. Покушаю, взял с собой копченые крылышки, помидорчик, чай взял горячий с бутербродами, попью и буду ложиться спать. Уже где-то почти 10 часов вечера. А в 3:30 подъем, мыльно-рыльные процедуры, чистим зубы, пьем чай и отправляемся на рыбалку проверять наши закормленные места. Друзья, всем привет! 4 часа утра. Сейчас пью чай и отправляемся на рыбалку. Начинают появляться комарики. Так, покажу для начала. Покажу для начала вам удочки, на которые я буду сегодня пробовать рыбачить. Да я их в прошлом видео показывал. Осни, длина 5,40, тест 10H, или попроще тест до 150 грамм. Шнур у меня здесь стоит 0,18, крючок 6 номер и дробинка. Сейчас покажу вам, было вам
понятней. Вот такая система. Самое главное, вес у нее, наверное, грамм 300, не больше. Это тяжелее. Вот я сейчас их держу в руках. Это тяжелее грамм на 150 сразу. Чувствуется сразу. Ну и это удочка Cold Dragon 5,7 метра. Тест 150 грамм. Крючок у меня здесь стоит 2 номер. И также само грузик стоит, дробинка. Боковые кивки лавсановые. И на этой удочке, и на этой. Да, кстати, забыл сказать. Шнур здесь 0,35. Вот из-за этого я и буду сегодня пробовать рыбачить на эту удочку. Потому что тут корях просто все в корягах. Ну, уже скоро появится солнышко. А значит, пора выплывать и пробовать рыбачить. Опа. Роек пока не видно. Крючками пользуюсь, не помню, говорил вам или нет, но только японскими. Гамакацу, Хаябуса, такого плана. Еще неплохие крючки фирмы Овнер. Если ловлю карпа, то использую крючки не меньше 4 номера. Но в основном всегда 2 номер использую для ловли карпа на боковой кивок. Для ловли же линя 4, но редко. Обычно 6 номер. Подплываю к первой закормленной точке. На точке нету ни роек, ничего. Абсолютно тишина. Но пару раз опущу. Наживку в эти места. Нет, одну ройку вижу. Вот туда, где я бросал. Бросал под камыш. И сразу зацеп. Вот вам и рыбалка в корчах. Опа! Есть первый линь, ребята. Небольшой. Иди сюда, красавелла. А ну-ка. Ну так, за ним пришлось немножко погоняться. Может, минут 15. Сейчас чуть-чуть отпустим. Здесь у меня и подсак, но таких линей под саком брать даже стыдно. Вот он. Красавчик. Красавчик черненький. На опарыша клюнул. Паренек. И ройку, кстати, нашел недалеко от места, где я вчера закармливался. Вот получается, у меня сзади за спиной камыш. Вот там я возле камыша закармливался, а поймал линя где-то метрах в 2 от закормленного пятна. На самом пятне рыбы нету. Пробовал я, пробовал. Да вообще 0. Просто 0. Ищем, значит, дальше ройки. И поплывем, проверим
Остальные еще 2 точки у меня есть закормленные. Так, ребята, увидел метрах в 6 перед собой еще одну ройку. Плыву туда потихоньку. Внизу водоросли. Не водоросли, а коряги. Главное его не спугнуть. А вот она, ройка. Вон она. Ух ты, хороший был. Сошел, сошел. Красавчик. Не успел поймать первого линя. Проплыл буквально, наверное, 2 метра. Увидел такую же самую ройку. Стал только опускать, и поклевка. Я его почувствовал, все, он был у меня на крючке. Но, видать, или коряга, или еще что-то помешало. И сразу сошел. Переплыву теперь пока на другое место. В направлении прикормленных мест. Других 2. Посмотрю там еще. Так, а вот и это место. Посмотрим. Роек нету, но не обязательно, чтобы были ройки. Никого, ребята. Есть! Есть парень. А, я совсем небольшой, маленький. Маленький линь. Клюнул. Вот я вот так вот прямо закармливал место. А он вот ходит с одной стороны. И вот с другой стороны есть ройки тоже. А, такой линь. Небольшой. Грамм 250. Ну, что я могу сказать? Закормленные места, это уже 2-я точка. Именно на самом пятне, там где прикормка, роек нету. Опускаю, поклевок нету. А вот рядом, в метре в 2, с одной стороны и с другой стороны были ройки. И вот одна из этих роек сработала. Линь, правда, так себе, небольшой, но все равно приятно. Но почему он на прикормке не стоит, я не знаю. Есть еще один линь. Иди сюда, дорогой. Под камышом взялся, ребята. Опа. Вот такой красавчик. Грамм 300. Линь. И есть еще один красавчик. Еще один красавчик. Да, сегодня чуть помельче клюют. Не, ну не совсем мелкий, конечно. Ой, как сопротивляется. Сопротивляется, как взрослый.
Опа. Вот он. Красавчик. Ройка была совсем такая небольшая. Я переплывал с одного места на другое. И вижу роечка. Да, думаю, заброшу. Пару секунд уделю времени. Я только стал опускать, сразу поклевка. А есть ройки, хорошая ройка, все, опускаешь, не берет. Появляется ройка в другом месте, туда опускаешь, опять не берет. Вот так вот и пойми, из-за чего оно так. Непонятно. Одни ройки срабатывают сразу, а вторые, сколько ты не пытайся, сколько ты там не стой, не подсовывай ему под рот наживку, он не берет все равно. Смотрите, вот в таких водорослях часто попадается линь. Есть поклевочка, ребята. И это хороший. Такой же под килограммчик. Прям тут увидел ройку недалеко от берега, откуда я отплывал. На дне водоросли. И он тут роется. Красавчик. А ну-ка давай сюда. Клюнул на опарыша, ребята. Так, сейчас я его попробую под жабры. Ой. Ну не кабан ли? О, да, это килограммушка. Черный. Хороший линь. Смотрите, какой хвост. Ух. Красавчик. Проплыву, гляну места, которые закармливал я вчера. Еще раз. Ой, смотрите, кого я поймал. Красноперка. Хорошая красноперочка. Ого. Вот эта дамочка клюнула. Да клюнула. Вот такая красавица. Эх. Прям оранжевая такая. На второй номер крючка. О, таких бы красноперок зимой ловить. Линя редко вы когда встретите, если дно песчаное, там нету растительности и очень шумно, например, вблизи пляжей, каких-то там лодочных станций и так далее. Линь держится в глухих местах, глубина ловли линя до 2 метров, это идеальная. Можно найти линя и на больших глубинах, но это все зависит от самого водоема. Есть водоемы мелкие, есть глубокие. Но идеальная глубина, на которой вы с большей вероятностью встретите линя, это 1,5 метра, 1 метр, полметра. Если на вашем водоеме нет всяких там корях, ищите его в лилиях, кувшинках, там где камыш или рогоз. Если он еще и редкий, это вообще идеальное место для рыбалки. Ну и также всякие разные водоросли. Линь обожает такие участки, где много ила. О, ройка какая. Совсем рядом, совсем рядышком. Здесь корчи, он не боится подплывать практически к лодке.
Есть! Есть, дорогенький. Иди сюда. А, небольшой. Да и ройка была небольшая. Такой ладошечный. Опа! Ага, какой ты. Какой ты красивый. Красивая рыба. Летом при ловле на боковой кивок я кивком не играю. Плавно опускаю насадку на дно, там где рыба, да, если ловить, к примеру, по ройкам. Опустил на дно, чуть сделал натяжечку, чтобы кивок был в изогнутом состоянии. И держу так секунд 10-15. Нету поклевки, плавно достаю. Пошла волна, подул ветерок. Буду уже, наверное, выплывать на берег. Сейчас 12 час дня. Лень клевал, слабенько, конечно, роек было мало. Сегодня была такая, скажем, экспериментальная рыбалка. Хотел посмотреть, как будет реагировать именно на этом водоеме линь на прикормку. Закормил 3 точки. И на этих 3 точках я не поймал ни одного линя. Рядом с точками, да, попадался линь, и то по ройкам. Клевал сегодня линь только на опарыша. Червя не хотел. Линь, правда, небольшой, до килограммчика. Такой по 400, по 500 грамм. Но все равно приятно. Наплавался вдоволь. Пишите, ребята, комментарии. Ставьте лайки. Делайте репосты видео. Всем пока.